Они прожили вместе 60 лет. Валентина и Сергей. Знаете, как в старых фильмах они были такой парой, о которой можно было бы рассказать романтичную историю. Встречались в молодости, любили друг друга, строили дом, растили детей. Когда они только поженились, она уже была не молодой, ей было 27, а ему на 5 лет больше. У него была своя жизнь, он не раз упоминал о прошлом, но всегда как-то вскользь, и Валентина не задавалась вопросами. Он был замкнут, но заботлив, а главное честен. Она думала так, пока не наступил этот день. В тот вечер, за 2 дня до его смерти, она была рядом, как всегда, сидела в кресле, читала газету, когда Сергей неожиданно заговорил. Его голос был слаб, а дыхание прерывистое, но она заметила в его словах нечто другое. Он как будто решился на что-то, чего не мог признать себе все эти годы. «Валя», — начал он, его глаза не могли встречаться с ее взглядом, «мне нужно тебе кое-что сказать. Ты ведь помнишь, как мы встретились? Как все началось? Но ты не знаешь всей правды». Она посмотрела на него с удивлением. Оставалось совсем немного времени, и этот разговор стал ей особенно важным. «Ты не говоришь о своем прошлом», — сказала она. «Все это время я думала, что все просто, что у тебя не было никаких секретов». Он долго молчал. Кажется, он подбирал слова, как если бы ему было страшно, а потом продолжил. «У меня есть дети. Дети, которых ты не знаешь. Ты их не видела, и я не рассказал тебе о них, потому что ты не должна была знать». Валентина не могла поверить своим ушам. Она не сразу поняла, что он имеет в виду. «Как дети? Ты ведь никогда не был женат до меня?» «Нет», — сказал он, и в его голосе звучала неуверенность. «У меня была другая жизнь. Когда-то, еще до тебя, я был женат, и у меня были дети 3. Мальчик и 2 девочки. Но их не стало, Валя, не стало. Они погибли, когда мне было около 30 лет». Сергею, как оказалось, так и не удалось сказать ей все. Не мог он рассказать, как тяжело ему было пережить потерю семьи, как он похоронил их, а затем, не выдержав боли, решил начать все заново с ней, с Валей. Он всегда боялся, что его прошлое будет для нее тяжелым грузом, и потому строил свою жизнь так, будто все начиналось с ней. «Почему ты не сказал? Почему молчал? Я думал, что ты не поймешь. Я боялся, что это отдалит нас. Ты была так светла, так хороша. И я не хотел, чтобы эта боль, эта тень лежала на тебе. Так что я просто оставил ее в прошлом». Валентина сидела в тишине. Она пыталась осознать его слова, но никак не могла. Все, что они строили вместе, казалось, потеряло смысл. Или, возможно, она просто не могла поверить, что Сергей был таким с такой тяжелой историей, которую он скрывал. «Ты знал их?» — спросила она тихо. «Да», — он кивнул. «Я знал их. И потерять их было самым страшным моментом в моей жизни. Я не хотел снова терять. И я боялся, что если ты узнаешь, ты уйдешь. Ты была для меня как новый шанс». Она заметила, как его лицо излучало тревогу, и в его глазах была такая тоска, что ей стало жалко его. Жалко не за то, что он скрывал от нее правду, а за то, как он жил с этим грузом, не давая себе ни покоя, ни возможности быть по-настоящему счастливым. «Почему ты не мог хотя бы рассказать мне? Я бы поняла. Я бы тебя поддержала». Сергей вздохнул, закрыл глаза и как будто обрел спокойствие. «Я хотел, чтобы ты оставалась моей, Валя. А это было слишком тяжело для тебя. Я не мог заставить тебя разделить мою боль». Тихо он добавил: «Прощай. Я не успел тебе рассказать всего, но ты всегда была для меня лучшим, что случилось в моей жизни». Валентина сидела неподвижно, глядя на него, его старое, но такое родное лицо. Ее сердце сжалось, и она почувствовала, как огромная невидимая стена, которую он выстроил вокруг себя, наконец-то рушится. Слишком поздно, чтобы все понять. За 2 дня до его смерти, на пороге их 60-летнего пути, она узнала не только его прошлое, но и самое важное то, что он так и не смог побороть свою боль и одиночество. Сергей тихо уснул,
оставив ее одну в комнате, наполненной только звуками стука ее сердца. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.